10 утра перехожу с Тартолы на Сан-Томас. Это где-то 16-17 миль. Я планирую это проделать там, где океанская сторона, чтобы там и ветер посильнее был. Обойти Сент-Джон и зайти в Сан-Томас. Будет прикольное путешествие, мне кажется. Я думаю, я в состоянии сам отчалить, и мне звать кого-то на помощь совершенно ни к чему. Как я это планирую проделать? Корабль привязан 4 веревочками. И самое главное вот это, до спринглайн. Мотор заведен, задний ход, корабль идет немножечко назад, прижимается к понтону. А я тем временем все отвязываю. И после этого в путь. Полные паруса. Я думаю, часа через 3 будет на точке. В конце меня путешествие ждет приятный сюрприз. Там есть историческое место. Называется Пицца Пай. Это такая плавающая пиццерия. Я очень хочу посмотреть. Тем более пиццу очень люблю. Ну, покидая BVI, не могу не сказать, что это супер место для яхтенного чартера. То есть вот провести здесь 2 недели, взять на прокат там лодочку или катамаран и 2 недели походить по островам, это все, что нужно для полного участия. На самих островах особо делать нечего, но посмотреть дивные места, понырять, ну, либо с маской снорклинг, либо скуба, это вообще супер. Ну и на берегу, то есть все вкусняшки, они все вдоль берега, они все достижимы с лодки. Стали на якорь или на муринг и спокойно поехали на берег. Остров Сент-Джон. Я вот такую интересную вещь замечал, что многие предпочитают идти вниз по ветру только с передним парусом. Я вот всегда почему-то любил грот для такого. Грот толкает, а передний парус тянет. Это немножко разный эффект. Нет, ну есть и так варианты, но в идеале, конечно, оба паруса. Тем более на таком курсе, когда у вас apparent wind 65 или истинный ветер 86-90 градусов, почти бем-рич. Конечно же, все паруса. Ну и как следствие я их догнал буквально за пару минут. Сам остров Сент-Джон посетить не получится, потому что на нем нет аэропорта. А на Сан-Томас ко мне прилетает мой старый приятель морской. Тоже яхтсмен. И я еду его встречать. Все острова позади, можно сказать. Ветер с океана. Сразу мы видим 20, 21, 22 и скорость 9. И это хорошо, потому что вот здесь поворот сразу градусов на 50-60. Ой. Что мне еще нравится в океане? Сразу не жарко. Там в закрытой марине ничего не продувается, без кондиционера там жить невозможно. А здесь хорошо?
приятель, который ко мне приезжает, Майкл его зовут, он теперь еще и счастливый владелец электромотора подвесного и Propulsion Ива. А знаете, почему он захотел электромотор? Получил человек психологическую травму в свое время. У него есть тузик с подвесным мотором. И где-то около Майами он стоял там на якоре и решил сплавать на берег. И таки получил штраф за превышение скорости на тузике. Ну, в общем, я его понимаю, в принципе. Ну, наверное, было бы гораздо комфортнее обойти остров с другой стороны. Но там бы не было ветра, пришлось бы это все 15 миль на моторе. А я только что залил полный бак. 645 литров. Ну, зато как приятно идти вниз по ветру, а? 5,8 миль. Галс, подняться наверх еще, наверное, мильки полторы. И меня ждет пицца. Он и кончился. А это Сан-Томас. Затем мысом как раз и моя пицца находится. Вы это тоже видите? И вот моя пицца там. Вичех не замолкает здесь. 16-й канал весь забит какой-то херней. Вот я единственное, что смущает, это что, все вот эти любители пиццы здесь собрались? Вон их там сколько. Ну ничего, мы свой кусочек-то получим. Оптимист. Класс. Последние несколько метров на моторе. Ну все, Сент-Томас. Ну как Сент-Томас? Практически. Это называется Great St. James Island.
Симптом СТО там начинается. Я долго не мог понять, где же пиццерия-то. Сейчас покажу. Вот тот кораблик с тентом. Там они все и делают. И привозят сюда на динге. То есть идея такая, что им надо позвонить, и они доставят. Либо мне туда сгонять. А здесь опять муринг. Не с первого раза, но поймал. Последний кадр будет этой фотографии пиццы. Сейчас немножко рановато, 2 часа. А вот часа в 4. Самое оно. Вот что меня порадовало. Прям очень. Процедура входа, чек-ин, immigration, customs для граждан США, приходящих на своей яхте в американские воды. Открывается приложение, 3 кнопки нажимаются, и через буквально пару минут приходит сообщение: добро пожаловать домой, вы clear to enter United States. Так что мне осталось только повесить флаг и заказать пиццу. Мне кажется, это моя пицца едет. А? Та-да! Какая прелесть. На этом все. Божественно вкусно. Однозначно посетить и попробовать.